Всем большой привет! Вы на канале Маникюр Тема. И сегодня у нас не будет длинных вступлений, так как у меня не хватает первой части видео, и у нас сегодня наращивание на гелевые типсы. Сегодня делюсь своими впечатлениями. Много смотрела видео по поводу этого наращивания на гелевые типсы. Типсы эти уже появились давно, и много видео известных блогеров о том, как это все круто и замечательно. Но сегодня я хотела бы все-таки поделиться своими именно впечатлениями, какими-то косяками, какими-то недостатками, которые мне не понравилось или что мне не понравилось. Вообще в целом впечатление об этом наращивании. Я зашла в магазинчик за базой, но базы, которая мне нужна, так и не было, но мне попались под руку эти гелевые типсы именно не упаковкой, а вот пластинками поштучно. Поэтому я решила взять и попробовать это наращивание именно на себе, испытать. И вот такие вот они овальной были формы, можно выпилить миндаль и можно выпилить квадрат, если не очень длинный. И вот здесь я уже прикладываю. Первое, с чем я столкнулась, это то, что мне совсем было неудобно самой полимеризовать на своих пальчиках. Пока первое было вот такой косячок, несколько раз на некоторых пальчиках у меня не получалось ровно выставить саму эту типсу, которая у меня просто плавала по ноготку. Пока я подносила свои пальчики под лампу, у меня уже сдвигалась сама типса и получалась вообще неровная. Несколько раз я так пробовала, на некоторых ногтях я даже пыталась сорвать эту типсу, что категорически вам не советую и не надо этого делать. Вот видно, как оторвалась уже типса, не просто типса от базы подложки, а именно вот самой базой. Это означает то, что сцепка в этих типс идеальная с искусственным материалом. Все зависит в носке от вашей подготовки ногтевой пластины к наращиванию. А подготовка у нас идет стандартная: поднятие чешуек, обезжиривание, нанесение праймера и тоненького базового слоя. Потом у нас уже идет после полимеризации первого слоя базы, мы наносим уже второй тонкий слой базы. Опять же таки, на видео я посмотрела, как девочки, известные блогеры, наносят эту базу на саму гелевую типсу, потом уже прикладывают к ноготочку. Вот это я пробовала несколько раз, и мне показалось, что базы как-то получается очень много, и поэтому эта типса вот так плавала, пока я не перевернула вот эту малютку лампу, которую я себе совершенно случайно взяла, типа как для дороги. И я ее просто взяла и перевернула вот так вот боком, и мне стало намного удобнее подводить, и не надо было сильно руку выворачивать. И только тогда у меня начало все хорошо получаться, и более-менее ровненько эта типса у меня приклеивалась уже до ноготочка. Я не знаю, почему я не взяла зажим, который идет для полигеля. Я думала, что он сильно прижмет и повылазит сильно эта база, поэтому я решила все держать руками. На большом пальце вот идеальнее всего получилось у меня. Это уже когда я лампу поставила так, как мне удобно было, чтобы поменьше крутить рукой, и все хорошо заполимеризовалось. Вот на среднем и на безымянном пальчике видно, что я там отрывала эти типсы. Не делайте этого. И по сравнению с пластиковыми типсами, которыми я недавно тоже делала себе наращивание на своих ноготках, я уже чуть-чуть подальше отступила от кутикулы, и вот это расстояние было идеальным. Вот этот зазорчик я оставила, и потом хорошо уже можно было выпилить ступенечку, но об этом чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу чуть-чуть рассказать про форму, как я выпиливала форму. Скажу, типса довольно-таки жесткая, и форма выпиливается длительное время. И да, пришлось немножко попилить типсорезом. Если убираете длину, то убирайте типсорезом. Это очень быстро и хорошо. Я всегда для типс использую типсорез, и экономно, и не нужно свои фрезы портить. Вот здесь я опять показываю, что у меня отлично заполимеризовалась и приклеилась эта типса. Нет никаких воздушных карманов, все отлично смотрится. И под низом тоже минимум материала. Можно нанести также
базу под низом, чтобы сгладить переход, можно выпилить это все фрезой, иглой, чтобы подровнять. Дальше снова я выпиливаю форму и сглаживаю ступеньку возле кутикулы. Ну, чуть-чуть мы ее сглаживаем, чтобы не было такого резкого перехода. Потом убираю пыль и потом уже туда наношу искусственный материал, базу, либо можно использовать также гель. Что касается форм, ну, форма такая на любителя получается, ногти получаются довольно широкие и довольно плоские. Вот именно вот этот набор, который я взяла из овальных форм, на очень широкие ногти они не подойдут, так как нулевочка подошла на мой большой палец. И если ногтевая пластина будет пошире, то они уже не подойдут. Так что стоит внимательно выбирать. Наборы сейчас есть разных форм, балерины, квадрат. Если вы берете для клиентов, то я советую выбирать максимально с широкими нулевками, чтобы прям запасом было, чтобы хватило на разные виды, на разную ширину ногтевой пластины, чтобы подошло. Потому что те, которые я взяла, точно на широкие не подойдут, на широкую ногтевую пластину. Ну, здесь вот я уже все обезжириваю, выпилила форму и дальше уже приступала к тому, чтобы вот это вот от кутикулы к типси пространство заполняла тоже базой. Ну, повторюсь, опять же таки, это можно сделать гелем, так как у нас уже есть под низом подложка из каучуковой базы, она должна быть обязательно, поэтому можно использовать как и базу, так и гель. Здесь я использую базу, вот просто таким простым образом подвела чуть-чуть эту базу на сам край типсы, ближе под кутикулу, и тоненькой кисточкой просто распределяю, чтобы был плавненький переход. В принципе, на этом уже этап наращивания у нас и заканчивается. Здесь не предусматривается полностью перекрытие сверху гелем, либо базой какой-то. Вот эту ступенечку мы сгладили, нанесли базу, и все дальше мы берем и снова ацетончиком протираем так само, как и под низом типсу нам нужно было протереть для хорошей сцепки с искусственным материалом. Так само и здесь сверху протираем и наносим уже цветное покрытие. Но я скажу одно но, мне так не понравилось, и я все-таки нанесла еще сверху немножко, ну, в кавычках, немножко базы, чтобы ногти максимально выглядели похожи под обычные классическое наращивание на бумажные шаблоны. Все-таки мне не понравилась вот эта плоскость этих типс, но они вообще плоские, поэтому я еще нанесла базу и немножко попилила на парочке ноготках, а дальше еще на безымянными, на мизинчике буду поправлять. В принципе, что хочу сказать. Наращивание мега быстрое, сцепка нереальная, хорошая, поэтому я все-таки советую эти гелевые типсы, но тщательно нужно подбирать формы, именно в магазине выбирать, чтобы подошли на все ручки, если вы берете для клиентов, а не для себя. Вот. Если вам нравится, клиенту нравится вот такая плоская форма, которая там выходит, то без проблем, это очень быстро и очень круто. Если нет, то в принципе можно поступить так, как сделала я, использовать эту типсу в качестве какой-то подложки, да, и сверху еще нанести можно тот же самый гель, чтобы они были вот такие более какие-то арочные и более похожие на наши привычные наращивания на шаблоны. Но это уже на ваш вкус, это совсем не обязательно. Все, сегодня покрытия никакого не будет, сегодня чисто вот такие вот впечатления. Дальше сделаем еще попытку номер 2, конечно же, дубль 2 с этим наращиванием уже, и посмотрим, как у нас пойдет второй раз, так как типсочки эти у меня еще остались. Если видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайк, а на этом у меня сегодня все. Всем пока!